Доброго времени суток, дамы и господа. В эфире телеканал Море. And good morning for all my foreign customers and foreign subscribers. Especially for you, it will be subtitles under this video, so be sure to turn them on. Сегодня мы выходим немножко в нестандартном формате. На улице все так же жарко. И нас ждет погружение. Не совсем то, о котором мы могли бы подумать. Вчера, по слухам, в Хургаде была обнаружена еще одна акула. Поэтому дайвинг отменился. Но отмена дайвинга — это же не повод отмены погружения, правильно? Сегодня мы вам покажем погружение на настоящие подлодки. Вообще, в Африке и в странах Ближнего Востока есть только 14 прогулочных подводных лодок. И 2 из них находятся в Хургаде. На одну из них мы сегодня отправимся. Посмотрим, что это такое, сколько это стоит, как можно сэкономить. А наше приключение, как всегда, начинается в любимом районе Эль-Каусер. Так что, яхой! Каждая экскурсия в Хургаде подразумевает трансфер. Это может быть большой и комфортабельный автобус, микроавтобус или банальное такси. В нашем случае старый добрый Uber мчит нас на местный променад, называемый Мамша. Именно тут находится отель Синдбад, который предоставляет желающим возможность прокатиться на субмарине. Экскурсионный ресепшн находится прямо на улице. Благодаря макету подлодки вы его не пропустите. Кассиры свободно разговаривают по-английски и бегло по-русски. Отель находится на 2-й линии, поэтому до пляжа придется прогуляться. По линии наименьшего сопротивления, то бишь по прямой. Здесь, в обмен на чек с ресепшена, вам выдадут билеты на корабль и бейджи на субмарин. Номера бейджей соответствуют вашим посадочным местам на подводной лодке. На самом деле, ребята молодцы. Чувствуется, что экскурсия более нацелена на европейцев, наверное. Сразу подходят, великолепный английский, показывают, где туалет, есть возможность заказать напитки, есть возможность заказать еду, пока вы ждете вашего отправления на подводную лодку. Команда улыбчивая, услужливая, это, конечно, очень радует. Ну и возможность тенечки подождать нашей очереди тоже дорогого стоит. Тем временем мы отправляемся. Для понимания, чтобы оказаться на борту подлодки, вас сначала должны отвезти туда на кораблике. А вот интересный плавучий док, где ремонтируются корабли, которые имеют возможность хоть как-то погружаться в воду. На брифинге на лодке нам сообщили, что туалета на подводной лодке не будет, поэтому пошлем приветы всем, кто во время подготовки выпил пару бутылочек Стеллы. Молодцы, молодцы, не будем за вас болеть, ребята, плиз. И вид на куда подводу будет 20 минут слева, затем 20 минут справа. У нас есть 2 дайвера, которые ведут. Очень интересную информацию. Риф, на который погружается подводная лодка от Синдбад, был создан искусственно 30 лет назад. Вот, и сейчас вмещает более 1500 видов подводных жителей. С нами будут погружаться 2 дайвера, которые сделают все, чтобы привлечь акул. Мы очень надеемся их увидеть. Так что нас отделяет 10 минут от глубины 25 метров на настоящей подводной лодке. Встретимся там.
Наверное, каждый, кто хоть раз был на морских экскурсиях в Хургаде, задавался вопросом, для чего нужны эти плавучие платформы. Теперь мы знаем ответ. Ну да, эти девочки вызывают уважение. Идем на борт. Я пошла. Подводные лодки Синдбад были изготовлены в Финляндии. Внутри нас встретила просторная каюта с кондиционером. Пассажиры могут наслаждаться удобными сидениями и персональными телевизионными мониторами перед каждым иллюминатором. Эдакий личный электронный перископ. Субмарины сконструированы так, чтобы удерживать подводное давление на глубине до 75 метров и находиться под водой более 3 часов. На борту находятся 44 пассажира и 2 члена экипажа. На случай экстренных ситуаций над головой расположены кислородные маски, а спасательные жилеты под сиденьем. Кабина капитана чем-то напоминает трубку машиниста трамвая. Не находите? Здесь трошки жарковато, хотя кондиционеры работают на полную, и, наверное, это скорее ощущение замкнутого пространства, ощущение большого количества людей. Но это волшебно, ребята. К сожалению, нам так и не удалось домахаться до этой замечательной пары. Так хотелось рассказать, что выбор юбки на подводную лодку – достаточно спорное решение. Забавно, но здесь, как и в поезде, присутствует оптическая иллюзия. Ты до последнего момента не можешь понять, двигается ли ваша подлодка или ее сестра-близняшка. В ходе погружения мы опустимся на 25 метров и исследуем 500 метров рукотворного рифа Синдбад. А компанию в этом нам составит парочка пассажиров, которые сейчас уютно располагаются снаружи, на носу подлодки. А также тунцы всех размеров и цветов, буцаны, синецези, огромное количество других аквариумных и не очень аквариумных рыб. Организаторы экскурсии подошли с душой к созданию своего аттракциона. Сначала ты оказываешься в подводном аналоге фильма Silent Hill. Поросшие кораллами аттракционы, островы старинных конструкций, обитаемые безмолвными жителями. А дальше фильм как будто переключается на пиратов Карибского моря. Дно заполнено старинными вазами, затонувшими шхунами, на которых несложно рассмотреть так называемое воронье гнездо. Кто знает, может быть, когда-то один нерасторопный юнга забыл крикнуть «Земля!» и корабль разбился о риф у берегов Африки. Боже, какое искушение! В самой глубокой точке вас встречает пиратский сундук. Конечно же, набитый доверху драгоценностями и золотом. Ну или скорее обносками портовых... Куда это я? Людмила, какие ваши ощущения? Классно? Согласен. Программа построена таким образом, чтобы вам всегда было на что посмотреть. И обратный путь ничуть не менее интересен. В
В то время как одна сторона субмарины наблюдала за рифом, другая вовсю развлекалась общением с... Впрочем, смотрите-ка сами. Настоящий профессионал. Целый час он развлекает сначала одну половину подлодки, затем вторую. И все это на глубине 25 метров над обрывом 60, в окружении стаи рыб, которые могут запросто привлечь акул и других хищников. Единственным бонусом тут может являться лишь то, что дайвер оказывается на поверхности минут на 10 раньше туриста и может услышать приятные аплодисменты в свой адрес. Ну или в знак того, что мы выжили и снова можем дышать соленым воздухом на поверхности. Мы на поверхности, а они еще нет. Стоимость подобной экскурсии составляет $50 США. Но мы нашли способ сэкономить. Если получить временную резидентскую карточку в местном аналоге отдела по гражданству и миграции, именуемом в Египте GoZ, то цена снижается в 4 раза и составит всего 500 египетских фунтов с человека. Если вам интересны подробности получения такой карты, напишите об этом в комментариях. По завершении подводной части экскурсии вас снова заберет удобный и юркий кораблик Синдбад Экспресс, на борту которого вам бесплатно предложат несколько видов сока и выдадут сертификат о подводном погружении. Теперь мы с Людовиком не только воздухоплаватели, но и субмарины-покорители. Прощаемся. Это была без преувеличений потрясающая, восхитительная экскурсия. Такой же замечательный вариант завершить экскурсию на пляже Синдбада. Умыться в Красном море. Даю резонный ответ на резонный вопрос. По прибытию на берег мы никого не спрашивали, а просто с гордыми лицами проследовали на пляж. Уж очень хотелось освежиться после пребывания в замкнутом пространстве на протяжении часа. И как раз тут появилась идея сделать обзор на подводную жизнь при отельных пляжах. Естественно, тех, где она все еще есть. Что думаете? Можете ответить в комментариях сразу после лайка и подписки. Спасибо, что были с нами, и до встречи через неделю. Яхой!